Всем привет! Давайте сегодня поговорим о том, какие первые вообще шаги в наконец февраля 25 года можно предпринять, чтобы хоть как-то м, заветное слово AI, чат GPT и так далее стали чуть более понятными и наконец уйти от порочной практики. Дорогой чат GPT, дай мне 5 идей, 10 идей, 25 фраз и прочая ересь и ерунда. А, Вообще, с чего стоит начать? Начать стоит с того, а что вы хотите. Ну, то есть AI надо воспринимать как очень умного товарища, очень умного знакомого, не друга, но знакомого. А, но при этом, как и любой знакомый, но не друг, он не умеет особо читать, что у вас в мыслях. Поэтому базовая задача научиться правильно разговаривать с ним. И в рамках разговора правильно давать задания так, чтобы понял он. Да? Он, оно, там, неважно. И давать примеры того, что ты хочешь увидеть на выходе. Об этом чуть попозже поговорим, но тем не менее, это такая первая затравочка. Из чего вообще исходить? Исходить надо из того, что вы хотите. Ни в коем случае нельзя пытаться делать что-то против своей воли, потому что это все полная ерунда, как всем известно. А, Это все пережиток прошлого. Поэтому исходить самое простое. Самое простое надо исходить из себя любимого. А, а что такое я любимый, да, сам себе? Это то, что вопрос, что мне нравится, что у меня а, а, вызывает страсть, что у меня болит, или что у меня вызывает восхищение, чем я восхищаюсь и м, что я хочу достигнуть, получить и так далее. А это все 4 вопроса, они, наверное, больше для простоты взаимоисключающие, потому что, ну, в идеале они должны быть взаимодополняющие, но, допустим, они взаимоисключающие. А, И тут можно подразбить, даже не подразбить, а чуть-чуть объяснить, что это значит, а, на простых, на простых примерах. У вас может быть очень простое задача, ваша личная ваша задача. Допустим, написать какую-то Excel-формулу. Вы там в душе не знаете, что с ней, как ее делать, как писать. Вот замечательно, здесь может прекрасно помочь ам, AI. Также а, он замечательно может помочь вам, когда вам надо сделать быстро, вот буквально на уровне 3 слов или 0 слов, а, и нажатия одного клика получить лендинг-пейдж, да, какую-то там страничку, любую, которая вам нужна, вот буквально за минуту-две. Чудо. Вот здесь тоже просто очень простой, а, понятный пример, что надо сделать, да. И, допустим, третий вариант простого задания – это провести какое-то исследование. А, Исследование информации, да, то есть найти энное количество источников, собрать с них данные, ну, условно говоря, найти 10 страниц в интернете по заданной теме, забрать из них всю информацию, не давать, не выплескивать вам эту информацию так, как она есть, а
на основе ваших запросов, там, множественных или единичного, получить какой-то там, не знаю, сделать summary, да, или там скомпоновать или найти какую-то определенную подтему в общей теме полученных ресурсов и что-то там вам удобоваримое в краткой форме получить. Есть более сложные задачи. Это, допустим, обработка какой-то информации, которая подразумевает сначала получить данные, потом, не знаю, там, нормализовать данные, потом их каким-то образом так или иначе обработать. И это уже вот в одним чатом будет сложно отделаться, да, поэтому это, это нужная, важная, допустим, для вас задача, но она делается немножко по-другому. И то же самое, какое-то сложное исследование, подразумевающее то, что вы вначале дали какую-то входную информацию, да, получили, а потом решили его доработать. Или докинули внешней информации в свое исследование, и это уже у нас получается не простое задание, да, а некая последовательность, да, то есть какой-то некий флоу, поток заданий. Вот из этого надо исходить, да, то есть вот основное это что нравится, что драйвит, либо что болит, либо что хочу, а, что является моей там мечтой, да. А, Это просто примеры, какие могут быть задания. И теперь возникает вопрос. Ну, мы немножко подразбиваем, что какими конкретными более ну, приземленными инструментами, да, или заданиями, что человек хочет получить. Допустим, вы находитесь в стадии, я вообще не в зуб ногой, я даже чат GPT никогда в жизни не видел и так далее. Ничего страшного, да, то есть не делай мне больно, папочка. А, Сюда же, кстати, относятся и маркетинговые и прочие не очень сложные, ну и относительно сложные исследования. И это все в том числе подразумевает под собой а, создание промптов. Ну да, это чуть попозже. Итак, у нас есть основные два задания. Какая-то работа с данными. Что нам здесь может помочь? Да очень просто. Нам тут может помочь чаты. Да? Это чат GPT, Claude, DeepSeek, Gemini, Google Studio AI. Это тоже Gemini, но модели Gemini, но при этом там есть дополнительные интересные инструменты, которые могут значительно повысить качество выходных данных. И Qwen, да. При этом, если вот этот блок подходит в целом для всех трех задач, да, то есть первый раз в жизни вижу, что такое AI, знаю, что такое AI, но не хочу в очередной раз слушать какие-то топ-5 или топ-15 чего-то там, а мне надо нормально провести исследование. И я не хочу серфить по интернету в поиске информации, и хочу, чтобы это сделал за меня AI. И третий вариант, вот по сути у меня вот эти задания, да, к примеру, но я совершенно не понимаю, что мне надо писать так, чтобы получать. Я, может быть, пробовал, а может быть и не пробовал писать. В любом случае у меня не получается. Либо я никогда в жизни не пробовал и хочу сразу более-менее начать нормально общаться с AI, либо пробовал, но какая-то херня выходила. Э, Так вот, в рамках маркетинга и, ну, в рамках маркетинга, помимо базовых
вот этих вот чатов есть замечательная вещь под названием Notebook LM. Вот он очень хорошо может помочь с исследованиями. Давайте мы сразу сегодня договоримся так, то что тут материала много, и я не рассказываю, не показываю каждый инструмент, потому что это займет огромное количество времени, да и в принципе лучше, чем сами эти инструменты, про них лучше никто не расскажет, поэтому просто если у вас есть задание следующего характера, у вас есть энное количество материалов, уже у вас файлы, там, ну, допустим, файлы и какие-то там, не знаю, там, ну, давайте так, текстовые файлы и PDF. Вот они уже у вас какие-то есть, лежат. Раз. Два, у вас есть ссылки на какие-то YouTube-видео, где какой-то эксперт о чем-то рассказывает. Два. И третий вариант, и третий, да, момент. У вас, допустим, есть список интернет-ресурсов, какие-то статьи, блоги, бла-бла-бла, конкретные статьи или конкретные гайды, в которых вы знаете, содержится вам необходимая нужная информация, но вы, понятное дело, не хотите всем этим заморачиваться, сидеть, все это вычитывать, складывать в голове, там вот это вот все. Так вот, вот эти все ресурсы вы прекрасно, это бесплатный инструмент, вы прекрасно загружаете вот сюда и начинаете с ними общаться. То есть вы общаетесь с AI на основе и исключительно на основе загруженной в него документации. Это чудо чудное, всем советую, попробуйте, не пожалеете. Маркетинг ресерч, вот здесь есть замечательная такая вещь, которая тоже может всегда. Как я про нее мог забыть? Perplexity. Perplexity AI, который позволяет... Это некий браузерообразная история, которая которая ходит в интернет, получает данные и вам их в каком-то виде выдает. Очень хорошая штука, но главное правильно задавать вопросы и правильно управлять своими ожиданиями от работы с AI. И третий вариант это prompt creation. Это, собственно говоря, когда не просто мы написали, дай мне там 5 топ новых идей, чего-то там, ерунда какая-то. А когда мы понимаем то, что вот нашего вот это вот искусства писать и задавать вопросы не хватает, для этого есть помощник, да, это в Anthropic. Anthropic это создатели Клода. У них в разделе API есть, ну, когда вы туда попадаете, у них есть Anthropic консоль, и у них есть прекрасная тема, как создание промпта с нуля. Вы просто пишете, что вы хотите, нажимаете заветную кнопочку, получаете готовый промпт. Смотрите, нравится, не нравится, надо скорректировать, надо что-то добавить и так далее. То есть, в принципе, вы можете, условно говоря, из какого-то косноязычного описания получить вполне себе нормальный промпт, при этом не выдумывая и не страдая над ним. Это что, если мы говорим про блок начального этапа взаимодействия с AI. Следующий блок уже чуть сложней. И он подразумевает, мне нужен AI для того, чтобы что-то сделать. И это сделать не картинкой, не текст, а программа, еще что-то, веб-сервис, не просто статичная страница, а что-то вот с каким-то интерактивом для
юзера. Но при этом я вообще не хочу разбираться в коде. Вообще знать не хочу, что такое код и так далее. И здесь вам до определенного этапа поможет три вещи. Это курсор AI, bold.new и v0dev. Наверное, знаете, наверное, даже вот скорее в такой последовательности, потому что курсор уже подразумевает... вот, кстати, еще, да, у нас есть вот такая вот штука. Курсор уже подразумевает некое скачивание каких-то файлов, разбираться, создание проекта. Они все, с одной стороны, давайте так, вот эти все программы, кроме, наверное, Replit, они все являются производными от open source среды разработки VS Code. Да, то есть они все являются форками VS Code. И они все создают проекты, все создают файлы, пишут туда и так далее и тому подобное. Но что отличает Bolt и V0dev, это все-таки онлайн взаимодействие с простым чатом. Там можно править код, но, допустим, если вам это не нужно, да, то вот эти вещи просто замечательны. С курсором уже чуть сложнее. Replit AI я, честно говоря, не пользовался, но я знаю то, что он тоже что-то такое вот делает. Надо сразу четко понимать то, что если вы напишете какую-то огромную красивую хиромантию, то, скорее всего, там начнутся гигантские ошибки, и вы ничего не получите. Поэтому вот этот вариант идеален для очень-очень-очень простого MVP, рабочего, но простого, без сверх... Он может содержать в себе интеграции, он может содержать в себе веб-сокеты, хуки и так далее и тому подобное, но при этом вы должны понимать, что это такое и как оно действует. Если вы это не понимаете, он вам этого не сделает. В меньшей степени есть вероятность, что он вам это сделает, нежели чем не сделает. Следующий блок. Это некое машинное обучение, глубокое изучение чего-то и так далее. Здесь давайте сейчас. У вас вы хотите что-то... Ну, давайте data learning. Вот так вот сделаем, чтобы всем было понятно, о чем мы говорим. Угу. То есть дата-аналитик, если вы мечтаете вдруг стать дата-аналитиком, там, специалистом по бигдате и так далее и тому подобное, но при этом вы хотите воспользоваться AI, чтобы он вам немножко облегчил жизнь, то тут замечательно работает история с Google Colab. Да, это онлайн так называемые ноутбуки на питоне, которые со встроенным Gemini, да, хочу заметить, со встроенным Gemini, которые, во-первых, вам могут дать четкое понимание, как происходит обработка данных, как проводить какие-то исследования. Самое приятное то, что если написать заветные, что вы ищете, ну, в интернете, и вот добавить вот такую вот штучку, да, там, не знаю, там, вот если написать, допустим, fine-tuning и iPine, то Google вам в большей степени, с большей вероятностью выдаст ссылки на конкретные публичные ноутбуки с уже
ну, с уже написанным рабочим кодом, что позволит вам не стартовать совсем с нуля. Да, то есть где вы можете найти готовые ноутбуки? Они валяются на гитхабе, пожалуйста, .ipaint, ищите, смотрите, раз. Два, можете просто серфить Google, ну, это помимо специализированных ресурсов, очень много всего интересного лежит, и можно найти что-то, за что можно зацепиться, совершенно там с нуля, с абсолютного, но за что можно зацепиться и, во-первых, понять, да, посмотреть, как код работает, начать его править не ручками, да, потому что, ну, мы типа не знаем, как это делать. Мы не знаем питона, и нам особо не надо. С помощью AI. Но при этом у нас всегда есть первая базовая уже рабочая версия, которую мы можем дорабатывать. А, Тык. И самое приятное, то что если у вас есть рабочий ноутбук, да, то есть, ну, вот рабочий некий проект, то его можно легко относительно конвертировать в приложение, веб-приложение, в веб-приложение через вот эти вот вещи. Просто скормив его как источник кода, да, и сказав то, что, слушай, сделай мне вот это, я хочу получить там веб-приложение с этим кодом под капотом, чтобы пользователи могли пользоваться вот этой вот темой. Это рабочая история, это действительно, ну, в зависимости от того, просто надо понять, что если у вас там будет дохрена кода, то там надо будет сначала там, ну, некие манипуляции произвести, не самому, а объяснив вот этим средам разработки, что вы хотите, чтобы они не напортачили. Но тем не менее, если там простой код, не знаю, там вообще золотое правило до 200 строк кода AI очень легко, хорошо понимает, а более 200 надо уже разбивать в отдельные файлы. А, Дальше идем. Если мы говорим то, что мы немножко что-то знаем, чуть-чуть, и мы хотим облегчить себе жизнь в виде, ну, облегчить жизнь в части разработки приложений с использованием AI сред разработки. Да? Easy в кавычках, потому что, ну, оно действительно как бы в кавычках легко. Оно легко, оно легко в начале. Когда вы говорите, сделайте мне вот это. Он что-то сделал, оно работает, вы рады, все замечательно. А когда доходит дело до правок или до самое веселое, если у вас уже есть готовый проект и вы решили его как-то доработать, вот там уже легко, оно, несомненно, всегда присутствует, потому что вам не надо писать конкретный код, но у вас появляется очень много обязанностей, да, по отношению к вашему проекту, чтобы он не сдох, в части очень скрупулезной работы по объяснению конкретной модели в конкретном чате взаимодействия, что вы хотите исправить, как, и так, ну, и четко управлять и своими ожиданиями, и действиями модели, чтобы, не дай бог, не сломать действующий проект. Итак, если мы говорим про то, что сделай-ка мне что-то чуть сложнее, чем статичный или очень простой лендинг-пейдж, то здесь у нас уже мы говорим про непосредственные среды разработки, усиленные AI. Это уже ранее упомянутый Cursor AI, Windsurf AI. Есть Traya AI от TikTok. Я его не пробовал, но что-то как-то почитал, пока непонятно. Пока как-то очень хреново у них получается. Либо же, ну, либо же со следующим обновлением у них что-то получится. Не знаю, посмотрим. И есть вот этот блок. Это непосредственно расширение VS Code
в виде GitHub Copilot Edits. То есть Copilot гитхабовский чат, с которым можно разговаривать с разными моделями. А есть его подразделение Edits. Да? Это как раз некая инструмент, коллаборация AI-агентов, позволяющих вам в том числе создавать код, правя, создавая, удаляя файлы и так далее и тому подобное. И две еще очень примечательные вещи. Это первое, ну, опять же, расширение Klein. Это был изначально проект, назывался Cloud Engineer. То есть, когда появился Sonnet 3.5, там один разраб сделал некую последовательность команд и взаимодействий, которая подразумевала под собой ассистента по кодированию. И у них уже сейчас там версия 3.4, они активно развиваются и так далее. Есть его аналог, вернее его форк, да, то есть это взяли какую-то версию Клайна и создали на базе нее свою, это RuCode. Тоже Тоже у ребят нормальная, в принципе, история. То есть можно пользоваться и тем, просто смотреть, уже пробовать, что вам больше, что вас больше устраивает. Потому что самое, наверное, мощное из этого или самое перспективное, скорее всего, возможно, давайте так, возможно, это Windsurf AI. Почему? Потому что за ним стоит Codium. Ну, довольно-таки крепкие ребята. Не знаю, кто стоит за курсором. Курсор активно рекламируют, да, и продвигают. При этом последнее новое обновление Windsurf, они то ли снизили, то ли у них было $20, стали 15 стоить. Ну, то есть борьба вот этих AI и DI, ну, давайте, вот этих, она нам на руку. Почему? Потому что с учетом вот этих, да, ребят развивающихся, которые абсолютно бесплатные и в которых вы платите исключительно за запросы моделей. То есть здесь есть оплата за пользование и включенные энное количество взаимодействий. Здесь же вы платите только за модели. Это не значит то, что вот эти выходят дешевле, потому что если не знать, какими моделями пользоваться, то тут может получаться много дороже, нежели чем заплатить 20 баксов в месяц за курсор или $15 за Windsurf. То есть там надо тоже, это все надо пробовать. Это все надо пробовать и смотреть. Но есть четкое понимание, то, что, наверное, взаимодействовать уже с готовым проектом удобнее где-то вот здесь. Честно говоря, я вот Copilot вообще не пробовал, ибо боюсь. Вот. И Try не пробовал. Я в основном вот здесь, и вот пробовал немножко это. Делал кое-что на курсоре, кое-что на Windsurf, но чисто в рамках бесплатных фримиумов, поэтому ничего особенного. И в части, наверное, ну, там, долгосрочного взаимодействия с каким-то большим проектом удобнее сидеть в VS Code, а в VS Code, ну, меня пока устраивает Klein. Тем более вот у них сегодня, 20 числа, вышло обновление. Ребята там, ну, видно, что стараются, развиваются. Следующая история. Если вы как-то напрямую или косвенно там интересуетесь, или это ваша прямая какая-то работа, это генерация картинок, видео, музыки. Давайте сразу разберемся с музыкой. С музыкой относительно... Вот во всех трех этих категориях огромное количество разных
совершенно инструментов. Я не озвучиваю все, потому что их просто миллионы, миллиарды, и они новые появляются, друг с другом конкурируют, кто-то там подыхает, кто-то новый. Это бесконечный процесс, нет смысла там сидеть и выписывать 200 моделей, инструментов и так далее. Я беру просто самые известные. У меня нет задачи, чтобы вы перегрели мозг. Есть задача, чтобы вы четко понимали, вот если нужно что-то, куда первым делом обратиться и посмотреть, как это работает. А уже потом, если вы интересуетесь этим, вы сами там прекрасно, легко разберетесь, найдете, где что лежит. А, Значит, по картинкам. Где делать картинки? Первым делом, как делать картинки, надо уметь писать промпты. Это несложно, но это нужно, потому что чем лучше вы пишете промпт, а специализированное промпт-описание для имиджа, для картинок, для видео и для музыки, оно более, знаете как, оно более всегда похоже на переиспользование уже чужого успешно примененного промпта со своими исправлениями, потому что порой, поначалу промпт ты читаешь, думаешь, бог ты мой, я в жизни такого не напишу, ничего вроде сложного, но очень много нюансов. Поэтому тут это важно. Важно находить промпты, уметь смотреть и так далее и тому подобное. Благо, это не сложно. Давайте разберем первый блок. Это картинки. Где их генерировать? Генерировать можно на Leonardo AI. Там 150 токенов, это там 3 или 4 картинки в день спокойно, бесплатно можно генерировать. В чате GPT тоже где-то 3-4 картинки на основе DALL-E тоже можно делать спокойно. Ideogram, аналогичная история, там 3 или 4 картиночки можно сделать. И совершенно бесплатная тема, это Google Lab ImageFX. У них сложно с safety, да, то есть там, хотя и safety и здесь, да и здесь, и здесь. Короче, эти все вещи очень там, вы не сможете что-то взрослого или что-то такого какого-то страшного вот здесь сгенерировать, но базовые вещи, давайте так, базово безопасные вещи можно делать сколько угодно. Далее есть Qwen, чат с Qwen, да, где, пожалуйста, есть кнопочка Generate Image, Generate Video. То есть он и картинки, и видео делает, поэтому у нас, видите, он увеличен. Есть Replicate, тоже, не тоже, это некая инфраструктура взаимодействия с разными моделями по API, в том числе, позволяющая генерировать и картинки, и видео. Очень-очень классная вещь. Есть CG Dream и Civit AI. Они похожи по сути на Replicate, тоже позволяют, тоже имеют бесплатный бесплатный объем токенов для генерации картинок. С видео, конечно, там будет сложнее, потому что вот здесь видео бесплатно в меньшей степени получится сгенерировать, надо будет платить. И вся эта история, давайте, раз уж мы пошли и картинки, и видео, да, то по видео можно добавить еще Clink AI. Clink AI, да и все. И все это завершается, все это базово завершается на Comfy UI. Comfy UI это чудесная, замечательная вещь, позволяющая создавать те самые нормально смотрибельные AI-фильмы, клипы и так далее и тому подобное. Вот все, что вам на YouTube попадается
классного, замечательного, прекрасного, созданного на AI, не какая-то гадость 3 рублевая, а вот действительно, смотрите, бомба. Это все создано здесь. Это сложный инструмент, он сложнее, чем вот эти вот все вместе взятые, крайне. А, Сложен в освоении, наверное, в части нюансов, нежели чем каких-то специализированных знаний. Но, тем не менее, это вот вершина вот этого всего творения. И по музыке я назову один, это Suno AI. Заходите, генерируете музыку, смотрите, нравится, не нравится и так далее и тому подобное. А следующий блок – это когда вы вот в целом вот это вот все себе в голове как-то понимаете примерно, и вы понимаете то, что вам надо создать некое взаимодействие моделей. Допустим, одна модель либо получает, либо создает какой-то, не знаю, там текст, еще что-то. Вторая модель это читает, корректирует, а третья модель, допустим, стоит над ними и управляет процессом. И это все уже, по сути своей, является историей про AI-агентов. Где и что это можно делать? Это можно делать в Google Colab на базе Python. Процессно какие-то вещи можно делать в Make, в Zapier, да, то есть это можно ставить как логику взаимодействия с AI-моделями, так и сразу добавлять взаимодействие по API с сервисами и так далее и тому подобное. В большей степени, ну, если мы говорим прям про специализированные AI-агент сервисы, это Together AI и ChatDev. Кстати, не знаю, ChatDev жив сейчас, не смотрел, не суть. Ну, Together AI, он работает, все с ним хорошо. И последняя составляющая, я назвал это дрочево, это всякие попытки разместить у себя на локальной машине какие-то там модели. Почему дрочево? Потому что есть мнимое ощущение того, что вы что-то там сэкономите. На самом-то деле, чтобы разместить нормальную модель, чтобы она нормально работала, имеется в виду не просто по гигабайтам, а в том числе по скорости ее ответа, да, чтобы это был не один токен в час, а, не знаю, там 50 токенов хотя бы в минуту. Хотя 50 токенов в минуту тоже невозможно ждать, с ума сойдешь. То есть это должно быть там 200-300 токенов в минуту, к примеру. А вы офигеете от стоимости машины, которую вам надо будет собрать. Да, поэтому это вот такая какая-то, ну, либо человек четко понимает и грузит там, не знаю, 5, 10, 20 тысяч долларов, либо ну, не либо, а в домашний, как это называть, рик, в домашний сетап, да, то есть это должно быть несколько видеокарт вместе там связанных и так далее и тому подобное. То есть это уже совершенно такая очень узконишевая история, поэтому вам, если вы где-то вот тут, вам сюда точно не надо. Поверьте, это будет просто потеря времени. И в части, наверное, теперь более четкого понимания, а как вообще, ну, на самом-то деле общаться с моделью, потому что вот есть у нас вот эти, да, два блока, вот, типа, ну, окей, вот есть чат GPT, о чем мне в него писать? Я не понимаю. И как мне ожидать чего-то, что может хоть как-то ну, хоть как-то быть похоже на то, что я могу ожидать. То есть, как мне взаимодействовать с моделью, там, допустим, в чате, чтобы ожидать
хоть что-то похожее на то, что я ожидаю. Понимаю, что звучит так себе, но тем не менее, давайте рассмотрим этот момент. Итак, как общаться эффективно? А эффективно у нас общение заключается в следующем. Когда вы первый раз заходите в чат, ну там в чат GPT, Google AI, неважно, Claude, модель в душе не знает, что вы от нее хотите. И надо понимать то, что, к примеру, Claude в бесплатном чате не умеет в интернет. У него нет на данный момент возможности ходить в интернет. А что это значит? Это значит то, что модель вам будет говорить что-то, то, что знает она. А она знает то, на чем ее обучили. И это не беря в расчет того, что она может очень хорошо галлюцинировать. Ну, хорошо в кавычках. То есть нести полную ахинею. Ну, или какой-то там кринж ненужный. Поэтому, когда вы первый раз заходите, каждый раз, когда вы в новый чат попадаете, неважно с какой моделью, самая первая, самая лучшая вещь, которую вы можете сделать, это называется фрейминг. Что такое фрейминг? Допустим, нам надо провести маркетинговое исследование о, не знаю, там, желтых, объеме рынка желтых канареек в Америке. Так вот, сначала вы спрашиваете модель, типа, а расскажи мне про желтых канареек и как часто там, не знаю, там, покупают их в Америке. При этом, ну, давайте так, там, про желтых канареек. Вот он вам... И он начинает что-то говорить. Дальше вы, к примеру, он вам рассказал желтая канарейка, бла-бла-бла. Дальше вы говорите, а сколько же там, а что ты можешь рассказать про желтых канареек в Америке, да? И он уже пошел с самих желтых канареек в общем к какой-то локализации. Задаете несколько наводящих общих вопросов по теме, и модель в рамках чата понимает то, что разговор будет примерно вот об этом. То есть у нас уже кратно, ну не кратно, но уже там процентов на 20-30 повышается эффективность отдачи от модели. Далее мы даем основное задание. Очень хорошо, если у модели есть обоснование, reasoning. Reasoning есть у DeepSeek, reasoning есть у Gemini, reasoning есть у ChatGPT O3. Да, вроде все. Ну, давайте так. Даже если не все, то достаточно. Reasoning это как, ну, если есть возможность включения reasoning, да, как услуги, ее надо включить, чтобы она была. Следующее это температура. Базовая температура взаимодействия всегда стоит на единице. Если вам надо... То есть, что такое температура? Температура это некая шкала изобретательности модели. В плане того, то, что если выставить там больше единицы, то она начнет очень хорошо придумывать. И эта история хороша, когда модели надо сочинить сказку, ну или какую-то небылицу, вот что-то там вот такое. Вот. Там надо выставлять температуру повыше. Если же наоборот вам надо что-то более четкое, ровное и без прикрас и галлюцинаций, то температуру надо снижать. Там до 0,5, до 0,3 и так далее и тому подобное. Если вы занимаетесь кодингом, надо снижать до 0,1. Да, то есть там 0,1, 0,2. Ну, лучше 0,1 выставлять. Все, вы будете знать, что модель не придумывает ерунды. Дальше, следующее. Очень важный момент, если у модели есть веб-серч, да, то есть если у модели есть возможность ходить в интернет, получать данные, читать их. Ну, если есть веб-серч, это подразумевает, что она сходит в интернет, что-то найдет, загрузит это в себя и в том числе вам выдаст ответ на основе свежеполученных данных.
Это к разговору о том, то, что, к примеру, там, чат GPT обучен, не знаю, там, до какого-нибудь августа 23 года, а вам надо провести исследование за 24 год. Да, то есть, если нет вот этого дела, то все, ну, он вам будет какую-то херню рассказывать на масле. Что-то там придумывать, пыжиться. Если же это есть, а это есть в Gemini, это есть в DeepSeek, это есть... От ChatGPT я не помню, есть, не есть, не суть. Но этого точно нет в Клоде. Это надо учитывать. В целом Gemini и DeepSeek достаточно в этой истории, допустим, хотя бы для получения а, каких-то данных. Web Search прошли. Далее у нас идет основная инструкция. Основная инструкция подразумевает под собой ну, наше задание, которое в себя должно включать а, некие, ну, на уровне слов, некие логические вещи, которые модель должна сделать. Саморефлексия, point of view, это как модель поняла наше задание. И планирование, да, то есть как она собирается выполнять. Почему эти вещи вот на уровне слов надо включать в нашу инструкцию? То есть, допустим, да, не знаю, сходи в интернет, мне надо исследование по рынку желтых, по объему рынка и последней статистики за 24 начало 25 года там, по рынку желтых канареек в Америке. Значит, найди все ресурсы в интернете, а, аккуратно, полностью прочитай все задание, просаморефлексируй над заданием и перед тем, как его выполнять, первым своим ответом дай мне свое видение задания, как ты понял задание, и план действий, на основе которого ты будешь выполнять это задание. Вот такой вот бесхитростный кусочек в конце промпта позволяет кратно, ну не кратно, ну давайте опять же, очень-очень значительно, очень-очень заметно повысить качество выходного качество выхлопа модели. Почему? Потому что вот есть прекрасное такое вот исследование, а, некий бенчмарк по способности выполнения задания по созданию кода моделями. Ой-ой. Как его читать? Что здесь вообще написано? Он от 23 года, но не суть. Здесь самое главное вот уловить мысль. Вот у нас есть GPT 3.5, GPT 4 и есть Zero Shot. Да, Zero Shot это выполнение задачи с первого раза. Вот ему дали задание без надстроек, без пояснений, типа сделай игру змейка. Вот GPT 3.5 может это выполнить там, в 48% случаях. GPT-4 в 67%. При этом далее мы видим разные там вещи. Некие некие инструкции надстройки над базовыми моделями с какими-то предустановленными инструкциями. Так вот, самое тут интересное, это вот reflection, который нам говорит то, что когда мы заставляем модель просаморефлексировать задание, ведь как идет флоу модели? Она читает задание и чуть ли не сразу начинает выдавать вам какую-то информацию. Ну, это если reasoning не включен. При этом очень часто, если у вас задание сложное, можно увидеть то, что
В начале пишется одно, в конце другое. Почему? Потому что оно как бы, как сказать, дочитывает, что ли, задание. И очень важный момент в конце а, задания сказать модели, чтобы она посмотрела как бы назад на то, что она прочитала, и сделала вот эти три простые вещи. Просаморефлексировала над заданием а, и вернула а, две темы. Как она поняла задание и как она собирается его выполнять. Потому что на основе вот этого, плюс вот этого, а, очень четко можно понять, а, какого результата ожидать. Очень классно, на самом деле, действует, работает резенинг в DeepSeek. Почему? Потому что вы сразу можете по ходу размышлений, по ходу э, по ходу размышлений, по логике, по ходу и логике размышлений модели вы можете понять, что от нее ожидать. Так она поняла или не так. Поэтому очень удобно прийти к взаимопониманию с моделью через reasoning. С этим вроде бы проговорили, да? И далее, после того, как мы дали, ну, в рамках подачи основного задания с определенным включением, давайте так назовем их, инструкций, да, словесных инструкций, мы в том числе там, где это позволяют, ну, а в принципе сейчас все модели позволяют, а, но не все, кстати, умеют читать images и урлы. Все в основном могут читать doc, но doc при этом не Excel. Ха-ха. Мы можем предоставить дополнительную информацию, да, то есть либо это какой-то текстовый документ, либо картинка, да, то есть картинку кто читает? Чат GPT, Claude очень хорошо читает, и Gemini. Вот три модели, которые замечательно умеют читать картинки. И URL, ну, в Claude не загрузишь, а Gemini и DeepSeek могут в том числе использовать URL, чтобы сходить, почитать, посмотреть, что ты подразумеваешь оттуда взять. И очень важный, интересный момент, он как бы должен, наверное, сейчас, он, наверное, у нас должен быть вот так. Тык. Наверное, как-то вот так. Мы должны в том числе в нашем промпте основной инструкции. Сейчас. Оп. Вот так. Дать, если у нас задание, допустим, нам надо провести какое-то исследование, то очень хорошо бы иметь пример уже готового исследования какого-то, которое вас устраивает, допустим, по структуре, ну, короче, по структуре и вот внешнему виду. Почему? Потому что это исследование, хотя бы в каком-то усеченном базовом варианте, ну, если модель не может съесть много токенов, да, и ограничена, допустим, чат GPT ограничен, Claude ограничен. У Gemini, кстати, очень хорошая тема, потому что он может есть чат может содержать от миллиона до 2 миллионов токенов. Это дохренища. То есть вы берите минимальное значение токена 2 знака, ну, то есть либо две буквы, ну, короче, два знака в тексте. Это один токен. И вот представьте то, что у вас либо 2 миллиона букв, да, букв, пробелов, бла-бла-бла, либо 4 миллиона. Ну, то есть это огромные пласты информации. И пока это умеет только Gemini от Google. Так вот, нам очень важно в промпт
том числе разместить, а как мы хотим видеть наш ответ. То есть мы говорим, слушай, значит, бла-бла-бла, вот задание, там, просаморефлексируй, расскажи, как ты это понял, вернись мне с планом, и вот тебе а, пример того, что я от тебя ожидаю. Да, то есть вот он example или examples, да, то есть либо пример, либо примеры, чтобы еще лучше там модель понимала, и какие-то там, ну, если надо, дополнительные инструкции к этому делу. И вот такая вот последовательность и полнота а, основного задания позволяет нам получать сразу с первого раза, ну, с первого раза загрузки базового задания, да, сразу получать очень хороший результат. Давайте вот здесь сейчас вот так вот сделаем. Чтобы все четко было. То есть мы отдаем основное задание и первым делом получаем вот эти две вещи. Если они нас устраивают, мы говорим окей. Если они нас не устраивают, мы, собственно говоря, ну, если что, мы... Давайте вот так. Сейчас вот так. То есть мы загрузили вот эти все данные. Далее мы получили видение модели задания, да, то есть как она поняла его, и плана, что модель собирается делать. И, собственно говоря, если нас это устраивает, мы говорим, окей, давай ответ, все, продолжай. И модель нам выдает информацию. Либо же... Либо же мы понимаем то, что что-то там нас не устроило, и мы как бы возвращаемся, ну не то, что там, сейчас вот, давайте, да, вот я понял, чего не хватает. Мы не возвращаемся на шаг назад, хотя, кстати, знаете как, иногда бывает, что и возвращаемся, потому что иногда в ходе взаимодействия вы, э, вот так давайте сделаем, оп, иногда в ходе взаимодействия вы понимаете, что лучше сразу что-то добавить в первичное основное задание или что-то в нем изменить. Ну, вы сидели, что-то написали, а потом такие, блин, надо вот еще это. И то есть по результатам вы прочитали и такие что-то вспомнили, или вас что-то там триггернуло, и вы понимаете, что надо вернуться на шаг назад. Это окей, вернуться на шаг назад. Либо же мы можем говорить про... Когда мы понимаем, что вот, все. У нас
развилка после получения видения модели основного задания и плана по реализации основного задания. У нас развилка 3, как это, блять, перепутье 3 путей. У нас либо все окей, и мы говорим, давай все, давай сюда задание, раз. Два, мы по каким-то причинам, нам надо добавить что-то в новое задание, поэтому мы аннулируем это и добавляем сюда дополнительную нам какую-то информацию или еще что-то, еще что-то, еще что-то, и опять приходим, да, то есть опять ждем от модели вот эту вот историю. Либо же мы понимаем то, что как бы у нас задание все хорошо, но нас не устроило видение модели, ам, и ее план. Что-то там ну, модель что-то не учла, либо же из-за объема информации что-то просто тупо пропустила. И мы об этом говорим и говорим, ну-ка поправь план, да? Ну, в любом случае мы так или иначе приходим к тому, что модель нам отдаст первый наш результат. Мы получаем наш результат, и дальше мы можем сделать что? Очень важно, даже несмотря вот на эти этапы, да, которые мы с вами сделали, все равно, а, тем более, если, допустим, мы делаем какое-то маркетинговое исследование на там 5-7 страниц, вы охренеете его читать, или там на 10 страниц. Каждый раз вы, ну, как бы такое занятие, вы начнете читать наискось, и вроде бы вам все окей, а на самом деле там одна сплошная вода, к примеру. Поэтому мы практически как раз вот не глядя, пробежав полученный основной ответ наискось, мы сразу даем задание следующее модели по самоулучшению. Мы говорим, а, чекни, что ты нам... Вот, вот, да, да, вот так, оп, сейчас. Мы говорим, чекни твой ответ, чекни ответ, проверь, а, не пропущено ли или не упущено что-то критически важного. Попробуй быть более четкой в плане того, что дай нам очень хорошо здесь помогает, вот если вам нужны какие-то метрики или какие-то показатели, вы прямо их называете. Мне нужно, например, мне нужно, но не ограничиваясь, не знаю, там количество населения какого-то региона по годам, а, там за период времени там с 2019 по 2024 год, а, и, допустим, еще какие-то статистические данные. То есть в чем фишка? Модель чаще всего любит генерить воду и тошноту в плане качества слов. Очень любят, очень обожают. Этим в меньшей степени грешит, кстати, DeepSeek, но этим очень хорошо грешит как Claude, так и ChatGPT, так и Gemini. Очень любят всякую ересь. Не то, что собирать, а ну какую-то вот общие какие-то фразы, общие какие-то понятия, не лезут в цифры и так далее. Их надо заставлять. То есть помимо того, что вам надо сказать об этом где-то вот здесь, но тут тоже, знаете, какой момент есть. Если ваше первичное задание сразу огромное и жестокое и большое, то можно хорошего, можно либо вот здесь застопориться, да, либо же на выходе получить все-таки какую-то херню. Поэтому лучше идти итерационно, получить основной блок вот здесь, да, дать задание на основной, как бы, на 80% выполненного задания здесь, а метрики и т.д. и т.п. докручивать вот тут.
да, то есть на self-refinement. Почему? Потому что мы говорим, чекни, ничего ли ты не пропустила, а, и вообще нормально ли это все звучит. Будь более четкой, добавь метрик, добавь какой-нибудь статистики, добавь каких-то еще цифровых данных. Если тебе чего-то не хватает, сходи в интернет, в поиск, найди эту информацию и добавь ее в основной отчет, ну, в основном, как бы, добавь ее, просаморефлексируй над заданием и улучшь задание. И самое важное, м, потому что есть, знаете, сейчас на этапе самоулучшения все модели грешат одним простым. м, У них у всех есть одна проблема. Вы, когда им конкретно что-то говорите, типа ты вот это неправильно сделал, вот это хреново и так далее, они вам начинают возвращать исправления именно по этим вещам, не понимая того, что вы ждете исправления полностью в исправление внутри всего, допустим, исследования. Поэтому крайне важно в конце сказать то, что а, ответь мне с полным, а, целым, полным, вот пускай тавтология, да, the whole complete research. Мы говорим то, что с целым, полным исследованием без аббревиатур и пропущенных частей. Почему? Потому что модель, когда ответила, она не включает в последующий ответ э, идею того, что вы ждете от нее исправления, вы ждете от нее предыдущий ее ответ ну, с исправлениями, но полный. Она думает то, что вам вот это не понравилось, поэтому она вам вырывает эти куски текста, исправляет, ну или какие-то там блоки вашего исследования и исправляет только там. Вот, чтобы не беситься и не нервничать, лучше сразу добавить вот такие вот фразы в конце. И тогда модель понимает то, что она чекает предыдущий ответ, вот это вот все делает, идет в интернет и там находит доп. Инфу, бла-бла-бла-ла-ла-ла-ла, все исправляет, все улучшает и отвечает э, полным, улучшенным, проапдейченным исследованием. И после этого уже можно далее развивать ну, то, что вы получили. То есть, если вас устраивает эта тема, то вы можете там вот этим блоком, да, идти там немного видоизмененным, дальше продолжать улучшать, улучшать, улучшать свое, допустим, исследование. Ам, Вот такой вот относительно бесхитростный, так скажем, план взаимодействия с моделью, но он очень хорошо позволяет управлять именно вашими ожиданиями и хорошо, эффективно позволяет управлять выхлопом от модели.
Так, ну, на сегодня, наверное, все. Надеюсь, инфа была полезной. Всем спасибо. Всем пока.